Добро пожаловать на моем канале. Мы сегодня с вами вяжем вот такой вот узор для шали или для платка. Просто вяжется, вот так вот выглядит. Я вам желаю приятного просмотра. Мы начинаем вязание. Для этого я завожу крючок под нить, поднимаю нить, прокручиваю крючок таким образом, держу вот нить внизу и провязываю первую воздушную петлю. И теперь вяжу, мы ее не затягиваем, 3 воздушные петли. И теперь в первую воздушную петлю я провязываю 4 столбика с накидом. Накид, завожу крючок, протягиваю нить, первые 2 петли провязываю и вторые 2 петли. Это первый столбик с накидом, и вяжем еще 3 столбика с накидом. В эту же петлю, в первую, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. Провязали 4 столбика. Теперь вяжу 3 воздушные петли. Здесь внизу можно немножко затянуть. Разворачиваю вязание. И теперь вяжем второй ряд. Столбик провязываю вот в первую петлю. Первый столбик с накидом. И провязываю еще 3 столбика с накидом. Второй столбик, третий столбик и четвертый столбик с накидом. И теперь в средний столбик, вот здесь посередине, я провязываю столбик без накида. И теперь между последними 2 петельками, вот здесь вот между петлями завожу крючок и провязываю 5 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и 5 столбик с накидом. Теперь вяжем третий ряд, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и вяжу вот здесь вот в первый столбик, вот здесь завожу крючок, 4 столбика с накидом. Третий столбик и еще 4 столбик с накидом. И теперь я вяжу, вот здесь у нас столбики предыдущего ряда, в средний столбик, в третий я провязываю столбик без накида. 5 воздушных петель. И теперь вот здесь у нас последние 5 столбиков, в средний столбик, в третий я также провязываю столбик без накида. И теперь вот здесь между последними 2 петельками я провязываю 5 столбиков с накидом. Можно провязать в саму петлю, вот здесь сверху, можно вот здесь между провязать, как вам больше нравится. И я вяжу 5 столбиков с накидом. Таким образом выглядит. И теперь мы вяжем следующий ряд, 4-й ряд. Начало у нас всегда одно и то же. Начинаем одинаково. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и в первую петлю я провязываю 4 столбика с накидом.
Чтобы не стягивался край, можно провязать в начале вязания 4 воздушных петли. Я сейчас еще одну петлю провязала. И теперь провязываю в первую петлю 4 столбика с накидом. Второй, третий и четвертый столбик с накидом. И теперь в средний столбик из 5 я провязываю столбик без накида. 5 воздушных петель. И провязываю вот в эту вот арочку столбик без накида. 5 воздушных петель. И теперь провязываю средний столбик из 5, в третий столбик провязываю столбик без накида. И между последними двумя петлями вот здесь я провязываю опять же 5 столбиков с накидом. Завожу здесь крючок и провязываю 5 столбиков. Последний столбик, также чтобы не стягивался, можно 5-й столбик можно провязать с 2 накидами. И тогда у нас край не так сильно будет стягиваться. И теперь мы вяжем с вами следующий ряд. 5-й ряд, 4 воздушные петли. И в первую петлю я провязываю 4 столбика с накидом. И в средний столбик предыдущего ряда вяжу столбик без накида. 5 воздушных петель. В арочку я провязываю столбик без накида. 5 воздушных петель. В следующую арочку провязываю столбик без накида. 5 воздушных петель. То есть мы в этом ряду провязали с вами 3 арочки. Это вот третья арочка. И в средний столбик из 5 я вяжу столбик без накида. И между последними двумя петельками здесь я провязываю 5 столбиков с накидом. Последний столбик, 5-й столбик, можно провязать с 2 накидами. Еще раз провяжу последний столбик с 2 накидами. Таким вот образом. Тогда край не будет так стягиваться сильно. Вот так вот у нас выглядит. То есть мы провязали в этом ряду 3 арочки. И теперь мы вяжем следующий ряд. Это 6-й ряд. 4 воздушные петли. В первую петлю провязываю 4 столбика. И в средний столбик предыдущего ряда 1 столбик без накида. Теперь вот здесь, где у нас начинается арочка, у нас перед аркой вот здесь вот столбик без накида. И в этот столбик я провязываю еще раз 5 столбиков с накидом. Ну вот сюда, вот в это место. Вот здесь завожу крючок и провязываю 5 столбиков с накидом. Таким вот образом выглядит. И в первую арочку сразу провязываю столбик без накида. Здесь у нас раскрывается второй квадрат. Теперь вяжу 5 воздушных петель.
В следующую арочку столбик без накида, 5 воздушных петель, в следующую арочку столбик без накида. И теперь вот после арочки сразу вот в это вот здесь в это место, где у нас столбик без накида, я провязываю 5 столбиков с накидом. В средний столбик я вяжу столбик без накида. И вот здесь, где последние петельки, я провязываю еще раз 5 столбиков с накидом. Пятый столбик можно провязать как столбик с 2 накидами. Четвертый столбик и пятый провязываю с 2 накидами. То есть в этом ряду мы провязали 2 арочки вот здесь посередине. А вот с этих, с боковых сторон у нас вот здесь открывается, здесь вот у нас закрывается квадрат, а по бокам у нас получается сейчас раскрывается квадрат. И теперь мы с вами вяжем 7-й ряд, 4 воздушные петли, в первую петлю 4 столбика с накидом. И в средний столбик из 5 я провязываю столбик без накида. Теперь вяжу 5 воздушных петель. И вот здесь вот, где у нас 5 столбиков, я провязываю в средний столбик столбик без накида. И теперь вот здесь, где у нас начинается вот эта арочка, здесь у нас мы провязали 2, вот здесь мы сейчас посередине провяжем 1 арку. И вот в эту вот петлю вот здесь мы провязываем 5 столбиков с накидом. В арочку столбик без накида, 5 воздушных петель. Вот так вот выглядит. 5 воздушных петель. В следующую арочку столбик без накида. Вот мы видим, у нас квадрат вот здесь закрывается. Теперь вот здесь после арочки сразу в первую петлю провязываем 5 столбиков с накидом. Вот здесь средний столбик, столбик без накида. Теперь провязываем 1 арочку из 5 воздушных петель. И вот здесь, где последние у нас петли, вот здесь в конце, сначала столбик без накида провязываем в среднюю петлю. И в конце ряда заканчиваем ряд, вяжем 5 столбиков с накидом. Вот так вот у нас выглядит вязание. Еще раз. То есть здесь вот у нас закрывается квадрат, а здесь у нас раскрывается с обоих сторон новый квадрат. Разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд.
то у нас 8-й ряд получается 4 воздушные петли. Поворачиваем вязание и вяжем в первую петлю 4 столбика. Столбик без накида в средний столбик. Теперь мы здесь за место одной вяжем 2 арочки, то есть 5 воздушных петель. Здесь мы провяжем 2 арочки, потом 3, и потом будем опять убавлять. То есть 5 воздушных петель и в арочку столбик без накида. 5 воздушных петель. И теперь средний столбик, 1 столбик с накидом. Так, провязали мы 2 арочки. И теперь мы здесь закрываем полностью квадрат, то есть перед и после аркой мы вывязываем 5 столбиков. Вот перед арочкой. И вот здесь вот в эту петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. Теперь в арочку провязываю столбик без накида. И вот здесь в первую петлю опять провязываю 5 столбиков с накидом. Сразу после арочки провязываем 5 столбиков. И теперь в средний столбик провязываю столбик без накида. Таким образом у нас закрывается квадрат или прямоугольник. Здесь у нас арочки 1, 2, 3 и так далее. Здесь мы провязали 2 арочки, в следующем ряду будем 3 арочки провязывать. Теперь опять вяжем арочку из 5 петель воздушных и столбик без накида в арочку. Вторую арочку из 5 воздушных петель. И теперь средний столбик вяжу столбик без накида. И здесь в последнюю петлю провязываю 5 столбиков с накидом. Вот таким вот образом выглядит. И теперь мы с вами вяжем 9 ряд. Также начиная 4 воздушных петли. Поворачиваю вязание и вяжу в первый столбик 4 столбика с накидом. Средний столбик из 5 вяжу столбик без накида. У нас вот 2 арочки мы до этого провязали, теперь вяжем 3. 5 воздушных петель в первую арочку столбик без накида. 5 воздушных петель в первую арочку столбик без накида. Я имею в виду во вторую арочку. 5 воздушных петель. И теперь в средний столбик из 5 вяжем столбик без накида. И
И теперь вот здесь мы полностью закроем этот вот прямоугольник. То есть вот здесь между вот этими двумя элементами у нас столбик без накида, и мы вяжем в него 5 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый столбик с накидом. И в средний столбик провязываем столбик без накида. Вот таким вот образом выглядит этот прямоугольник. Теперь мы его полностью закрыли сверху. И теперь опять вяжем 3 арочки, 5 воздушных петель и столбик без накида в первую арочку, 5 воздушных петель, столбик без накида во вторую арочку, 5 воздушных петель и в средний столбик вяжу столбик без накида. И в последнюю петлю провязываю 5 столбиков с накидом. Последний столбик я провязываю с 2 накидами. Вот таким вот образом выглядит. Края можно немножко растянуть, подтянуть. И теперь вяжем следующий ряд. Это 10-й ряд. И у нас вот здесь получается, мы будем вывязывать опять новые прямоугольники с краю. То есть там, где когда мы провязали 3 арочки, следующий ряд мы вывязываем новый элемент. 4 воздушные петли. И в первую петлю провязываем 4 столбика. В средний столбик, столбик без накида. И теперь перед первой арочкой, вот в эту петлю, я провязываю еще раз столбики, 5 столбиков с накидом. Вот здесь вот в эту петлю 5 столбиков с накидом. Теперь в первую арочку столбик без накида. Провязываем теперь 5 воздушных петель. То есть в этом ряду у нас будет 2 арочки. И в следующую арочку столбик без накида, 5 воздушных петель. И в следующую арочку столбик без накида. Вот так вот выглядит. И теперь в конце, вот здесь в конце арочки, вот здесь в эту петлю я вяжу 5 столбиков с накидом. Так как у нас прямоугольник сужается, мы это видим, мы вяжем в конце арочки 5 столбиков. И в средний столбик, столбик без накида. И вот мы видим, у нас здесь прямоугольник идет на сужение, поэтому мы провязали посередине 2 арочки и по бокам вот по 5 столбиков. И здесь у нас будет новый прямоугольник. И теперь здесь опять у нас вот получается 3 арочки перед арочками, и в конце арочек мы провязываем по 5 столбиков. Вот здесь вначале я вяжу 5 столбиков с накидом.
столбик без накида в первую арочку. Теперь вяжем 5 воздушных петель. Столбик без накида. 5 воздушных петель. Столбик без накида. Вот еще раз смотрим. 2 арочки мы провязали. Так как прямоугольник у нас сужается, вот здесь в конце мы провязываем вот в эту петлю 5 столбиков с накидом. И сначала провязываем в средний столбик без накида, и в конце ряда провязываем опять же 5 столбиков. И последний столбик я провязываю с 2 накидами. Вот так вот выглядит вязание. И теперь вяжем следующий ряд. Это у нас получается 11 ряд мы вяжем. Здесь вот у нас образовался прямоугольник. И вот ряд мы повторяем. Это у нас получается, сейчас я скажу, с 6 ряд мы провязали. И теперь мы следующий ряд, 11 вяжем как 7 ряд. Начинаем также вязание, 4 воздушные петли. И в первую петлю провязываем 4 столбика с накидом. И в средний столбик провязываю столбик без накида. Теперь мы вяжем здесь одну арочку. У нас прямоугольник здесь как бы раскрывается. И в среднюю арочку вяжу столбик с накидом, без накида. И вот здесь у нас прямоугольник сужается, значит, перед арочкой и после арочки мы вяжем 5 столбиков с накидом. И столбик без накида в первую арочку. Теперь 5 воздушных петель. Теперь мы провязываем одну арку и столбик без накида. А теперь вот здесь в конце вяжу 5 столбиков с накида. В среднюю петлю столбик без накида. Здесь вот у нас опять раскрывается прямоугольник с этой стороны посередине. То есть мы вяжем одну арочку, 5 воздушных петель. И в следующую среднюю петлю столбик без накида. Здесь у нас первый прямоугольник раскрывается. Одна арочка. Здесь у нас закрывается одна арочка. И здесь у нас опять раскрывается прямоугольник. И теперь вот здесь у нас 2 арки. То есть перед арочкой и после я вяжу 5 столбиков.
Столбик без накида. Теперь провязываю 5 воздушных петель, то есть одну арочку провязываю и столбик без накида. И здесь теперь провязываю 5 столбиков в конце после арочки. И в среднюю петлю столбик без накида. Теперь у нас здесь раскрывается еще один прямоугольник. Вяжу 5 воздушных петель в среднюю петлю, столбик без накида. И теперь в конце ряда провязываю, как обычно, 5 столбиков. Таким вот образом выглядит. И теперь мы с вами провяжем 12 ряд. 12 ряд мы вяжем точно так же, как и 8 ряд. То есть мы вот здесь закрываем прямоугольник, вот здесь до арки и после арки мы вяжем по 5 столбиков, здесь посередине столбик без накида. И потом ряд после мы закроем полностью прямоугольник. Здесь у нас прямоугольник раскрывается, то есть мы здесь вяжем 2 арочки. Здесь у нас опять закрывается, мы до и после вяжем по 5 столбиков. Здесь у нас раскрывается, мы вяжем 2 арочки. То есть мы вяжем, как я уже сказала, как 8 ряд. И мы повторяем вязание с 5 по 13 ряд. 13 ряд мы вяжем потом так же, как и 9 ряд. Но, в принципе, я думаю, что все понятно, узор несложный. Я провяжу еще пару рядов, чтобы показать вам, как выглядит узор. И желаю вам приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.